Привет, с вами Маша Рябинина. Представьте, вы сидите в очередной раз в интернете, и вам приходит мысль на ум удалить свои данные и все свои странички в социальных сетях. Любое упоминание о себе, это может произойти по разным причинам. Проблемам с банками, кибербуллинг, преследование, или же вы просто хотите начать новую жизнь с новым окружением. В этом видео поговорим именно об этом. Я вам сегодня расскажу, как это сделать максимально просто и без особого напряга. Обещаю, будет интересно. Заваривайте чаек с лимоном, доставайте печеньки. Приятного просмотра! Дисклеймер. Все, что вы увидите в этом видео, является больным воображением автора. Любое сходство с реальным миром не более чем совпадение. Наверное. Первый шаг. Создайте блокнот или заметку. Выписывайте все туда, все, что можете найти о себе в поисковиках. Попробуйте разные поисковики и устройства для нахождения информации. Она на разных устройствах может сильно отличаться. Проверила на себе. Ищите по ключевым запросам. Никнеймы, хэштеги, имена и фамилии, адрес электронной почты, номера своих старых и новых телефонов. В общем, все, что относится к вам. А также я советую попробовать пробить свои же фотографии в Яндекс.Картинках и в Гугле. Подробный список я оставлю в описании под видео. Я таким образом нашла свою школьную видеозапись у своей же подруги, с которой мы уже давно перестали общаться. Шаг второй. Сгруппируйте все, что смогли найти. Соцсети в одну сторону, внешние источники, сервисы в другую. Начинаем чистить соцсети. Удаляем фото, записи, музыку, видео, паблики, приложения, а также другую информацию, которая может вас выдать. Обязательно удалите подслушанные схожие тематические группы. К сожалению, очень быстро у вас не получится удалить одной кнопкой, но конечный результат того стоит. Первым делом нужно все очистить в социальных сетях, а затем удалять странички. Поисковики все кешируют, и вашу активность, комментарии, взаимодействие с друзьями и многое другое. Переходим к третьему этапу. Самоудаление. Где найти свои комментарии и прочую конфиденциальную информацию? Переходим в соцсети, которые вас интересуют, и запрашиваем всю информацию себе. Важно ставить галочки на всех пунктах. Ждем выгрузки примерно от пару дней до недели, и вам придет архив на почту с текстовым файлом, в котором будет содержаться вся информация о вас, которая вам нужна. Лайки, комментарии, переписки, даже удаленные диалоги и многое другое. Скачиваем необходимый текстовый документ, чистим по возможности все, что можно удалить. Важно также проделать с каждой соцсетью для достижения наилучшего эффекта. Четвертый этап. Вот мы и добрались до самого ключевого момента всей нашей затеи. Когда все этапы прошли, можно смело удалять странички в социальных сетях. Только смотрите, чтобы все было заменено. Друзья удалены, даже фейковые фото не ставьте. Некоторые сервисы не дают удалить страничку. Пишите тогда в таком случае в поддержку социальной сети с просьбой удалить аккаунт. Если это не помогло, просто замените информацию ложной. Советую взять какой-нибудь знаменитость для этого. Куда лучше, чем просто писали бы какие-то рандомные данные. Этап 5. Внешние ресурсы. Аккаунты на форумах, сервисах, игровые платформы, служба доставки, такси. По такому же принципу все меняете, а затем удаляете, если это возможно. Этап 6. И он является заключительным. Почта. Ее мы удаляем в самом конце. Переходим в почтовый ящик и пишем фразу в поиске «Ваш код подтверждения». Это и будет нашим последним ключиком. На тот случай, если вы не вспомните все свои сервисы и приложения, в которых зарегистрировались. Также еще проверьте папку «Спам». Туда тоже могли попасть те сервисы, которые вы уже 100 лет назад создавали и забыли. После этого берем паспорт и едем в салон сотовой связи. Закрываем лицевой счет, ваш номер аннулируется через некое количество времени. Бинго, вы молодцы. Теперь вы можете удалить свою почту, переехать в другой город, выкинуть мобильник, пользоваться только наличными и начать новую беззаботную жизнь, не беспокоясь о старой. Но стоит добавить, конечно же, все сразу удалить невозможно никак. Это копится годами, и за пару дней нереально исчезнуть без следа. Но мы максимально зачистили следы о себе в цифровом пространстве. И найти вас уже стало гораздо сложнее. Тут также сможет помочь сервис Just Delete Me, в котором собраны все популярные сервисы. Кликнуть на соответствующий вас, перебросить на страничку удаления аккаунта. Другие сервисы непригодны. Я попробовала много таких, половина из них просто не работала, а другая половина
Карина показывала аккаунты на всех остальных социальных сетях, которых у меня даже никогда и не было. Еще пройти себя через разные боты по пробиву. Вдруг удастся накопать на себя что-нибудь интересное. Я уже снимала подобное видео об этом. Кликните по подсказке. Давайте будем честны друг с другом. Удаляя свои следы в интернете, в этот момент вы оставляете новое. Тут может быть эффект Стрейзанд. То, что пытаешься скрыть, выходит наружу, еще с удвоенной силой. Вы, наверное, помните Диби Купера, который захватил самолет и потребовал выкуп. Он получил выкуп в размере $200 тысяч и благополучно спрыгнул с парашюта. Его до сих пор не могут найти, хотя фотороботы висели по всему Портленду и в радиусе 100 километров. А некоторые местные жители до сих пор находят время от времени банковские блокноты. Совпадение? Кто знает. Или же зодиак, который навел немало шумихи в свое время в Калифорнии. Серийный убийца, его личность так и не была раскрыта. Расследования по его загадочному делу ведут до сих пор, хотя есть некоторые данные, где рассказывается о том, что он был найден, но уже давно скончался. Кстати, обязательно посмотри фильм про зодиак. Всем рекомендую. Вот вам и мысли для размышления. Им удалось скрыться без следа. Но в наше время, где на каждом шагу стоят камеры, общественный транспорт, продуктовые магазины, улица, довольно сложно скрыться от всех. И имеет ли фактически смысл в этом вообще? Тогда уже проще переехать в горы, отказаться от гаджетов и интернета, никогда не выходить из дома и вести затворнический образ жизни. Предлагаю вам обсудить сегодняшнюю тему в комментариях. Интересно будет почитать ваши комментарии, и возможно у вас будут какие-то лучшие предложения, как вы бы скрылись. Поддержите меня лайком и подпиской на канал. Для меня это очень важно, и для моей мотивации нет ничего лучше вашей поддержки. С вами была Маша Рябинина. Скоро еще увидимся. Берегите свои персональные данные. Всем счастливо!